Каждый раз, делая что-то, я спрашиваю себя, насколько я честно поступаю перед самой собой. Другие уехали, Маша. Система учит человека есть с товарищем с одной тарелки, а потом идти доносить на него, предавать ему, подбрасывать ему лезвие в тумбочку, лишать его условно-досрочного освобождения. Этому учат, этому учатся, это действует. Ты готова потратить свою жизнь вот на это все? Мы же не на рынке. Практически каждый человек понимает, что сесть-то каждый может сейчас. Маша, ты можешь помолчать? Люди понимают это, они не слепые. Невозможно засунуть Останкинскую башню в каждый из зрачков. Однозначно ответь. А ты ли это будешь, если будешь действовать, исходя из страха? Скажи, Гордеевой, скажи. Сидя на дом-аресте, начинаешь чуть-чуть воспринимать мир через сторис. И, соответственно, конечно, другие страны, путешествия людей. Все смотришь как большую киношку вперемешку с задержаниями. Меня поразило, когда очень много пуха летало летом тополиного. И почти все его снимали на камеру и в сторис постили. Я видела очень много пуха в сторис разного, рассматривала там. Меня потом задержали, отвезли в этот спецприемник, посадили в эту камеру, а там он лежал на полу, настоящий, можно было потрогать. На домашнем аресте ты все равно перемещаешься по городу, тебя возят на Овсинмобиле в суд, на следственные действия, да, то есть ты по Москве перемещаешься без решеток, без автозаков, без вот этой вот классической вещи, которую там привыкли ассоциировать с заключением. Тебя везет инспектор, иногда в гражданском, к врачу. Вы едете в метро. То есть для всех остальных, кто едет в метро, вы два человека, которые едут в метро. И тебя, в принципе, выдает только мелкий электронный браслет на твоей ноге. А для себя все по-другому уже. Для тебя это не то, что ты куда-то едешь. Это следование по маршруту из пункта А в пункт Б в сопровождении инспектора, без отклонения от маршрута, по твоему родному городу. Если ты идешь по улице, это, наверное, не так впечатляюще. Но если ты едешь быстро на машине, они все проносятся перед тобой, эти дома, и одинаковые окна, ты не знаешь, за каким из окон может быть вот теперь превращенная как бы в тюрьму квартира. Меня это почему-то очень поразило. Я никак не могу от этого отделаться, потому что люди привыкли воспринимать тюрьму как какую-то такую отдельную субстанцию, очень страшную, с решетками, колючими всякими разными проволоками и так далее. Но это все не является самым гнетущим, собственно, в изоляции. В изоляции является гнетущая изоляция. А в каких, собственно, интерьерах ее выстроят, тут уже иначе это все работает. Поскольку мы записываем интервью в тот фрагмент времени, пока ты не в изоляции, то есть хотя бы небольшой, но выбор. Выбери, пожалуйста, цвет, на котором мы с тобой будем разговаривать. Надо из 3 цветов выбрать один. Нет, надо выбрать из миллиона цветов один цвет. Выбор цвета у нас гораздо более альтернативный, чем все остальные выборы в нашей стране. Ну, можно черный сделать. Пусть будет черный, черный на черном. Ты хочешь макияж поярче? Я просто люблю блестки. Я придумала хэштег «Блестки против репрессий». И даже иногда еще пользуется. Ты знаешь, как бы с чего вообще начинается утро в колонии? С чего? Утро в колонии начинается, то есть с подъема. Это обычно... 5 утра. 5:45. Дальше как бы уже там в 6:20 или в 6:30 утренний развод на работу, да? То есть вот за этот микропромежуток времени нужно успеть там почистить зубы, умыться, там, одеться и так далее. Ну и, конечно, накраситься. Ну, то есть все идут на кухню, делают кофе, вот,
достают косметички, вот. Ну и одной рукой ты пьешь кофе, а другой рукой там брови, глаза, губы. В колонии находятся люди, вот. Ты же сама понимаешь, что туда не то, что попадают какие-то там, рептилии. Попадают, то есть большая часть девчонок за наркотики попадает. Вторая по величине категория бытовые преступления, вот там на почве домашнего насилия, вот это чаще всего там нанесение тяжких телесных повлекших смерть или убийство, вот. Это, получается, женщины, которых очень долго прессовали их мужчины? Это взаимный такой, да, прессинг. То есть, либо он ее там бил годами, она в какой-то момент просто, ответила ножом. Либо там взаимные драки были, и закончились они поножовщицей. Вот. По-разному, то есть, бывает. И третья категория, это все остальные. Почему, ты считаешь, ей красят брови? Я просто думала, что там не до этого. А до чего? Ты же не можешь круглосуточно угнетаться. Обложки легендарного американского журнала «Нью-Йоркер» – отдельный вид искусства. Одна из самых знаменитых «Взгляд на мир с 9-й авеню» была опубликована в марте 1976 года и сатирически обыгрывала мировоззрение нью-йоркцев, сконцентрированных на своих делах и проблемах. Нью-Йорк в районе 9-й авеню изображен на ней очень детально, а все, что дальше – просто схематичная условность, на горизонте которой сливающиеся в одну линию Китай, Япония и Россия. Один из самых известных фанатов журнала – режиссер Уэс Андерсон, снявший «Отель Гранд Будапешт» и еще несколько прекрасных фильмов. И новая работа Андерсона «Французский вестник» как раз вдохновлена историей журнала. Хотя действие своего фильма Андерсон перенес во Францию, за основу образа главного редактора журнала он взял одного из соучредителей «Нью-Йоркера» Гарольда Росса. А часть сюжетных линий позаимствовал из реальных статей, опубликованных в журнале. Он собрал лучших журналистов-экспатриантов своего времени. Беренсон, Сазерак, Кременс, Рой Бакрайт. Это были его люди. Ты сделай, чтобы казалось, что это нарочно так написано. «Французский вестник» разделен на 3 части, каждая из которых строится вокруг конкретной яркой истории. Художника, который, находясь в тюрьме, нарисовал картину, взорвавшую мир искусства. Выдающегося повара, готовившего для полицейских. Революционера, принимавшего участие в студенческих протестах во Франции в 1968 году. Андерсон собрал очень мощный актерский состав. Здесь снялись Бенисио Дель Торо, Билл Мюррей, Тильда Свинтон, Тимоти Шаломе, Уильям Дефо и Фрэнсис Макдорманд. И отдельное удовольствие – визуальный язык и образы в фильме. Так кино снимает только Андерсон. Фильм выходит в прокат 18 ноября. А забронировать себе место на одном из первых сеансов можно уже сейчас. Переходим по ссылке в описании, покупаем билеты и наслаждаемся классным кино. Какой твой главный опыт вынесен из колонии? Россия разная, во-первых. Во-вторых, так нельзя одной фразой сказать. Были какие-то вещи, с которыми я никогда в жизни не сталкивалась до этого в таких масштабах и количествах. То есть, например, предательство. Предательство среди заключенных? Да, конечно. Это, конечно, шокирует. То есть, что это просто не единичный случай. Это вещь, возведенная в систему обоими категориями. Система учит человека есть с товарищем с одной тарелки, а потом идти доносить на него, предавать ему, подбрасывать ему лезвие в тумбочку, лишать его условно-досрочного освобождения. Этому учат, этому учатся, это действует. И это исправление называется. Это система, которая наносит, непоправимые последствия. То есть я абсолютно уверена, что 4-5 лет, и человек уже, особенно в современной России, практически не имеет шанса начать какую-то новую жизнь. Шансы минимальные. Он привыкает жить так. Он возвращается. У нас больше 70% рецидивов. Почему? Потому что эта система учит только оставаться в ней самой. Человек получает волчий билет, не может устроиться на работу, он, в принципе, не может уже жить по-другому, он привык, что за него решают,
что есть понятная как бы вот эта вот система координат, в которой вот для того, чтобы как-то вот выжить, нужно совершать какие-то действия. И вообще, в принципе, вот нужно выживать. Речь не идет о какой-то, знаешь, там, реабилитации, о получении нормальной профессии. Даже о сохранении здоровья не идет речь. Ну, то есть эта система просто губит человека и человеческое в человеке. Но очень радуешься, когда находишь исключение. Просто это супер праздник. Вау! Не я одна пошла к правозащитникам, а еще 4 человека. И эти 4 человека потом попадают под такие репрессии, которые не увидит никто. Их лишают всего. Их лишают свиданий, их лишают звонков с их детьми, их сажают на строгие условия, их сажают в штрафной изолятор, вот в этот каменный Это ШИЗО, мешок. которое... Да. Один поход к правозащитнику, одна демонстрация квитанции своей зарплатой в 300 рублей, и тебе крышка на последующий срок. Тебе просто крышняк. Ну, то есть продукты, которые мы просто с Надей привозили, потом передавали, просто продукты. Их топтали, выбрасывали. Администрация уничтожала просто на глазах у девчонок. Потому что они от меня. Слушай, сейчас как-то, медленно, потихоньку, очень со скрипом приходит информация о пытках в тюрьмах. Но мы знаем, что в мужских тюрьмах пытают, что в мужских тюрьмах все бесправные, и что в мужских тюрьмах иногда заключенные устраивают бунты и борются за свои права. Про женские тюрьмы, мне кажется, что мы знаем на 99,9% меньше. Почему? Ну, это вот вопрос, которым я стала как раз задаваться, когда оказалась в колонии. Почему никто не то, что не устраивает бунт, да, то есть речь не идет о том, чтобы объявить массовую голодовку. Или там есть одна из тоже таких традиций, когда массово вскрываются, да, то есть вскрывают себе вены в знак протеста. То, что в Владикавказе было. Да, против произвола администрации, да. Вообще ничего такого нет. Почему все ходят строем, как елки в зеленом, и молчат? Российская тюрьма не существует на Марсе. Она является отражением вот того, что мы имеем в обществе. А общество у нас, разумеется, в том числе из-за политической воли так называемого руководства страны, оно патриархально. И чем дальше, тем больше это, разумеется, подогревается из бюджета, внедряется и через образование, и через пропаганду, и через государственную культуру и так далее. То есть женщина не осознает себя как действующий субъект. У тех, кто сидит, происходит такое вытеснение. То есть это типа не со мной. Это не я сейчас сижу, это какой-то вот... произошла чудовищная ошибка. Вот я в целом... как-то вот неправильно жила, я накосячила, но сейчас пройдет очень быстро этот срок, неважно, что я буду делать, неважно, какую чушь я буду говорить, там, не знаю, со сцены в клубе, как много раз я там подставлю и донесу на тех, с кем я ем из одной тарелки, сколько я получу в качестве зарплаты, неважно, как далеко я пойду здесь, я очень скоро выйду и просто начну новую жизнь. Каким образом действует администрация? Она просто включает такой классический тоже патриархальный метод. То есть ты же женщина, у тебя дети. Ты хочешь к детям? Вот что тогда выебываешься здесь? Ну, ты будешь продолжать вот это вот все делать, у тебя ни звонков не будет, ни свиданий, и детей ты своих не увидишь. И это ломает. Но человек и так чаще всего не сильно уверен, что он хочет пойти к правозащитникам и показать, что он получает 100 рублей. Потому что так никто не делает. Ну, представь себе, ты живешь в обществе, в своеобразном обществе, временном обществе из 700 человек, где никто не ходит. Тебе нахуя это надо? А тебе? Мне это понятно, зачем надо. Потому что я не считаю, что люди должны так жить. Важно же, какие действия ты совершаешь. А ты же видишь, что никто не ходит. Ну, что ты пойдешь? Ну, и к тому же ты понимаешь, что вот Маша пойдет, ее, если что, там в ШИЗО не посадят. А если посадят, об этом напишут. И она одна не останется. А ты? Ты-то останешься.
К тебе приходят, тебя спрашивают, как бы, все ли тебя устраивает. Выйти в единственном числе один из строя и сказать «нет» – это большой шаг. Потому что ты понимаешь, что за ним идут последствия. Что сейчас ты сделаешь, как бы, а потом тебе будет плохо. Тебе сделают плохо. Сколько времени в общей сложности ты провела в заключении? Смотря что считать, есть же как бы там классическая тюрьма, да, такая, которую привыкли видеть люди, с решетками, надзирателями, хлопающими дверьми, вот этим всем, да. Я думаю, ты сама знаешь, без 2 месяцев 2 года, то есть получается. Сейчас домашний арест был 7,5 месяцев, из которых месяц спецприемники. Но домашний арест – это хитрая штука и достаточно сильно травматичная штука, как выяснилось. Я не думала, честно говоря, то есть вообще для меня было шоком это уголовное дело, для меня было шоком то, что меня поймал так называемый уголовный розыск у Мосгорсуда, когда я просто пришла девчонок поддержать на апелляцию и вышла за кофе. Меня повезли на обыск. Потом достаточно быстро, буквально той же ночью я оказалась на Петровке. И потом домашний арест. Ну, постепенно понимаешь, что это такое. Дело же не только в том, что это мера, подразумевающая как бы самоцензуру для человека, который занимается политической деятельностью в той или иной форме. На домашнем аресте ты все равно перемещаешься по городу, тебя возят на ФСИН-мобиле в суд, на следственные действия. Да? То есть ты по Москве перемещаешься без решеток, без автозаков, без вот этой вот классической вещи, которую там привыкли ассоциировать с заключением. Но постепенно город становится другим. С этим браслетом он становится другим. И вот он по-прежнему другой, и я не уверена, что он как бы станет таким, каким я увидела до этого. Как объяснить вот людям, которые в этом другом городе ходят на работу, в магазин, в школу, куда-то еще, что есть какая-то другая Россия, в которой людей арестовывают, в которой можно попасть на домашний арест, выйдя за кофе? Тебя везет инспектор, иногда в гражданском, к врачу. Вы едете в метро. То есть для всех остальных, кто едет в метро, вы 2 человека, которые едут в метро. И тебя, в принципе, выдает только мелкий электронный браслет на твоей ноге. Который никто не видит. Который вряд ли, да, кто-то увидит, там, если сильно не обратит внимания. А для себя все по-другому уже. Для тебя это не то, что ты куда-то едешь. Это следование по маршруту из пункта А в пункт Б в сопровождении инспектора, без отклонения от маршрута, по твоему родному городу. Я не знаю, насколько я могу передать это, такое достаточно уникальное ощущение, и оно сильное, оно оставляет следы на человеке, на душе. Спецприемник я увидела в этом году первый раз в жизни, потому что до этого мне нельзя было давать арестные сутки, и по всем административкам меня оштрафовали. А почему тебе нельзя было давать арестные сутки? Если ты являешься матерью ребенка до 14 лет, тебе нельзя давать арестные сутки, тебе можно назначать только штраф. Поэтому меня оштрафовали. У меня заблокированы счета уже, не знаю сколько, 3 года. А как ты живешь? Как в 90-е, с наличкой. А где ты зарабатываешь деньги? Вообще я зарабатывала деньги на концертах. Я написала книгу, ее издали. За границей перевели на 9 языков. И мы сделали на ее основе такой, назовем его, концерт. Хотя это больше, чем концерт. Это не то, что выступление музыкальной группы. Это такой панк-манифест. И мы с ним выступали. Мы выступали по всему миру. Девушки с красной резали цветные шапки. Готовилась первая крупная демонстрация у стен Кремля. Мы вышли на площадь революции. Вы нас даже не представляете! Ты объехала примерно весь мир. Ты была и в Новой Зеландии, и в Австралии. Новая Зеландия – это одно из лучших мест в мире. Это потрясающая страна. Просто потрясающая. Я не думала, не знала. И ты на этом много заработала денег? Я зарабатывала, мне хватало. И нам всем хватало. Насколько тебе еще хватит этих денег, если все продолжится так, как сейчас? В России тебе есть где зарабатывать? В России я только трачу. Я привожу и вкладываю в эту страну достаточно
много. Стоит сказать всем, поддерживайте политзеков, сидеть дорого, передачки дорогие. То есть я, конечно, не только на себя тратила, на всю деятельность. От каких-то, технических вещей, которые нужны для акций, до вот передач, развозов, завозов, машин и так далее. И о любви. Встреча Сальвадора Дали с Галой повлияла не только на творчество художника, но и на его финансовое состояние. Гала стала для Дали не только музой, но еще и эффективным менеджером. И получалось у нее это крайне успешно. Гала заранее продавала картины Дали, а деньги, которые он очень любил тратить, распределяла по ячейкам в разных банках. На картине «Первый портрет Галы» можно даже увидеть, как этот талант обыгран. Среди прочих деталей там изображена белка-летяга. Известно, что Дали называл Галу «белкой», намекая на ее бережливость, запасливость и умение делать заначки. Сейчас есть гораздо более удобные и технологичные способы хранения денег. Например, электронные копилки. Они особенно актуальны, когда нужно на что-нибудь накопить или хочется просто получать стабильный доход от суммы на счете. Открыв накопительный счет «Моя копилка» в банке «Открытие», можно получать 5,5% годовых. А еще иметь ежемесячный доход от суммы на счете, свободно управлять деньгами без ограничений на снятие и пополнение, получать кэшбэк до 2,5% на все с бесплатной дебетовой картой OpenCard. Все подробности о счете «Моя копилка» в банке «Открытие» по ссылке в описании. Переходим, открываем и управляем деньгами с выгодой. Вот. Вернемся. И теперь, когда Филиппу стало 14 лет, Мне тебя, можно, да, тебе меня можно вот давать... Мне первый раз дали сутки, но дальше началась вот эта летняя карусель задержания Pussy Riot и арестных суток. И вот так я получила, собственно, первые сутки свои. Первые 15 суток, потом вторые 15. Получается месяц. Что делает человек, который получает 15 суток? Это камера, спецприемник, трехэтажное здание с камерами. Вот, на всю Москву у нас 2 женских камеры. Они находятся сейчас во 2-м спецприемнике. Сидишь в камере, читаешь книгу, куришь сигареты, ходишь на свиданки с правозащитниками, друзьями, ходишь на прогулки, делаешь тренировки. Это украденная жизнь? Мне кажется, еще не все перечислили. Вот еще важная такая история, про которую, наверное, меньше знают. У нас вот есть официальный праздник, День чекиста. И в 2017 году у них был юбилей. 1937-2017 была снят огромный актовый зал, выступал хор Сретенского монастыря, сидели ФСБшники и праздновали. Мы сделали такую простыню с такой красной надписью «С днем рождения, палачи», повесили на решетку приемной ФСБ с моей подругой, соратницей Олей Борисовой, редактор моей книги. Мне дали 40 часов обязательных работ. Потом, спустя несколько месяцев, мы запускали разноцветные самолетики, тоже в ФСБ. Это против блокировки Телеграма. Угу. И мне дали 100 часов обязательных работ. Эта мера наказания считается пустышкой. То есть это тебе вообще повезло. Не штраф, и не сутки. Не в моем случае. Почему? Потому что по мне дали такое особое распоряжение, и за мной гонялись приставы по всей Москве. То есть, буквально мы просыпались от стука в дверь в 8 утра. Весь рабочий день они долбили утром, днем и вечером. Стабильно. Чтобы что? Чтобы вручить мне бумаги о том, что мне нужно срочно выходить на обязательные работы. И я не выходила на них. У меня были туры летом тем. Мне поставили запрет на выезд из страны. И я уезжала, как мы говорили, на волшебном пони через известные революционные маршруты. Последний раз это было вообще очень мило, потому что все пропагандисты очень сильно возбудились, что я в Эдинбурге, хотя предыдущим днем были новости, что мне запретили выезжать из страны. То есть, Соловьев писал, не знаю, какие-то такие, что у нас больше нет границ, что. Вот. И после этого я прилетаю, иду на паспортный контроль, даю паспорт. За моей спиной появляется человек, перехватывает паспорт и говорит, пройдемте. И ведет меня в подвал.
Там 8 человек, у нескольких включены такие, знаешь, эшниковские камеры. Кто-то стоит, кто-то сидит. Вот все там, один сидит за столом с бумагой. Что-то серьезное как будто, да? Что ты думаешь, все эти люди, зачем они туда пришли? Они пришли мне вручить 100-500 бумагу, что мне надо выйти завтра мыть полы. Тебе что, трудно полы помыть? Ну вот я после этого подумала, что они точно от меня не отъебутся, уже проще нужно как бы взять и помыть. Знаешь, куда мне поставили мыть полы? Где? У нас были пятиэтажки рядом с тем домом, где мы были. Это были пятиэтажки под снос. Наполовину опустошенные. То есть половина людей выехала, половина сидит на чемоданах. Вот одну из таких пятиэтажек дали мыть мне. Каждый подъезд, 8 штук. Я ходила, мыла, а воду я набирала, соответственно, в диспетчерской. В диспетчерской сидит диспетчер, отвечающий за лифты, если кто-то застрял. И, соответственно, принимает там различные заказы, если у кого-то что-то сломалось. Ну и, соответственно, там есть несколько еще комнат плотников, электриков, различных техников. Но они видят, я прихожу, набираю воду, они говорят, совсем охуели. У нас уборщицу сократили. У них, правда, очень сильная грязь. Они говорят, давай ты у нас останешься. Мы будем говорить, что ты моешь. И я со всеми ними подружилась. Ходил туда месяца 1,5-2 это заняло. 140 часов. При этом ты не можешь делать больше 4 часов в день. Считать ли эти 2 месяца, как ты выражаешься, что? Украденные? Да. Стала бы я по доброй воле, без приставов, преследующих меня по всему городу, все-таки мыть полы вряд ли. Стала бы я добровольно в колонии жить? Вряд ли, конечно, не стала бы. Но теряя что-то, ты что-то приобретаешь. Скажи мне, не знаю, в каком 2009 году или в 2007 подавно, что я буду заниматься правами заключенных, что я буду сооснователем медиазоны, то есть судебной журналистики, я бы сказала, что? Суды? Тюрьма? Почему? Зачем? В смысле, у меня не было никакого специнтереса к тюрьме. Но все же, мне кажется, это полезный вклад, хороший. Небольшой, но хороший. О чем ты думала во время домашнего ареста? Ты говоришь, что ты здесь сидела на балконе. Я записывала видосы, что деревья, они сначала в снегу, потом не в снегу, потом зеленые. А ты все сидишь. Я, конечно, читала новости. На твоих глазах разворачиваются эти все жуткие события. Тяжеловато чего. Бывало сильно тяжеловато. Я написала 60 страниц. Не знаю, что с ним делать. Я по-прежнему думаю, что, может быть, когда-нибудь я напишу 2-ю книжку, потому что я очень сильно переживаю, что я написала 1, а 2-ю, может, не напишу, никогда. А про твою 1-ю книжку. Она вышла разными тиражами в разных странах, практически во всех странах не во всех. Европы и в Америке. И в Японии. Да везде все было клево. И концерт, который мы сделали на основе книжки, он тоже объехал полмира. Мы за него получали награды. Красивые статуэтки, любящие люди. И благодарность, признание, большие залы, все такое. То есть там действительно ты выступаешь в больших холлах, встречаешься, с премьер-министрами, встречаешься с людьми, которые с молодыми политиками, получаешь награды, к тебе очереди выстраиваются, чтобы ты подписал книгу. Ты приезжаешь сюда, и, в принципе, ты встаешь в одиночный пикет, едешь в ОП «Китай-город», либо в ВД-Мещанское. Такой маршрут обычно. Мы показали в 2018 году Riot Days на бумажной фабрике. После нашего концерта еще нескольких оппозиционных событий заведение сначала закрыли, но теперь его, как я выяснила, открыли снова, но там уже не проводится ничего связанного с аукционами в поддержку политзаключенных или благотворительных концертов. И это еще, знаешь, в 2017-м, еще после нашего 1-го американского тура, я вернулась такая: вау, у нас был американский тур, вау, мы выступали в Голливуде. Я такая думаю, класс, надо обязательно выступить в России. Надо просто обязательно. У меня писем 30, и они все сначала такие: ничего себе, мы посмотрели ваше видео, все так круто, давайте назначать дату, давайте решать, за сколько продавать билеты. Я говорю, русским мне как-то некорректно продавать билеты.
я типа стесняюсь. И такие, да, ну мы это решим, этот вопрос, давайте афишу делать через 2 дня. Ну, владелец сказал, что нас просто выпустят отсюда, если, как бы, к сожалению, извините, нет. В голове у таких тебя у меня- сидит, Маш, что ты вот там бы была богатая и знаменитая, а тут ты сидишь под домашним арестом 7 месяцев на балконе с цветочками и видом на Ну, перестроенную я не детскую только, площадку. не только 7,5 месяцев тут просидела. Я, во-первых, просидела еще месяц в спецприемнике. Это все-таки свидетельство, живое свидетельство того, что происходит здесь. Его как бы не напишешь, находясь там. Никак. Даже мои глаза все-таки, они могут находиться только в одной точке пространства. Что это? Это свидетельство твоего 7-месячного ареста? Это подарил мне замечательный нижегородский художник. Это прям картина, она на холсте написана и очень клевая. Мне прям понравилась. Он мне еще прислал по почте, когда у меня был депрессняк. То есть смотри, как работает электронный браслет. Тебе надевают на ногу электронный браслет, и дальше как бы тебе в помещении ставится такой стационарный телефон, очень олдскульный, я вам покажу фотки. Этот аппарат знает радиус, по которому может перемещаться браслет. Если браслет покидает радиус того, что помнит телефон, поступает сигнал в дежурную часть. Дежурная часть такая... Алехин вышла. Вот. Теоретически дежурная часть должна в этот момент позвонить на этот стационарный телефон, ты должен взять трубку и сказать, ну, типа, произошла чудовищная ошибка. Вот. Если ты этого не делаешь, как бы должен выехать инспектор по адресу, составить рапорт о нарушении, не обнаружив тебя. Ну и, собственно, обычно после таких там нарушений тебе меняют меру пресечения на СИЗО. А если человеку по каким-то основаниям разрешают там тот или иной маршрут, например, там поехать в суд или поехать к доктору, ему дают вот переносную машинку, как мы ее назвали. Вот. Трекер. Такая маленькая, тоже олдскульная штуковина, которая настолько херово сделана, что она, конечно, твой маршрут, она должна отслеживать твой маршрут. Она как бы такой переносной телефон. Но она ничего не отслеживает, она постоянно теряется, короче. У нее GPS как бы очень плохо работает. И типа, как у нас вообще все. Ну, то есть мне же это все вернут, всем очень понравится, я еще крупным планом сфоткаю. В смысле тебе вернут? Сейчас в апелляции, когда пройдет, тебя опять посадят под домашний Конечно. арест? Меня не посадят под домашний арест. Мне назначили год ограничения свободы. Оно контролируется следующим образом. То есть это по приговору запрет покидать Москву, запрет... на выход из дома в ночное время, то есть с 22 по 6 утра. И, соответственно, запрет полный на участие в любых массовых мероприятиях. Смешно прописано, что типа формально как бы ты ни на службу, ни на концерт не можешь ходить, не только на митинги. Ну вот, и для контроля, собственно, этого ограничения свобод тебе надевается браслет и ставится, разумеется, телефон обратно. За что ты получил этот домашний арест? Ну, уголовное дело за инстаграм-пост с призывом выйти на митинг в поддержку политзаключенных и Алексея Навального, как одного из политзаключенных. Сейчас ты в каком статусе находишься? В статусе осужденный, получается. Но с тебя сняли браслет. Ну, смотри, во время следствия и судов у человека есть мера пресечения. То есть в моем случае это был домашний арест с VIP-контролем. Дальше, после получения приговора, обычно, то есть мера пресечения остается при осужденном, да? Но с нас, со всех фигурантов санитарного дела, эту меру пресечения сняли до вступления приговора в законную силу, то есть до апелляционного суда. То есть, по сути, ты можешь уехать сейчас? Ну да, это как бы, как мы все подумали, это такой люфт и непрозрачный, достаточно жирный намек на то, чтобы мы покинули, собственно, И многие же уехали. Ну, как-то, да, мне не очень корректным, кажется, комментировать действия других людей, вот, но уехали, да, люди уехали. Ты на сегодняшний день единственная публичная девушка из Pussy Riot, которая в России, и один из немногих фигурантов санитарного дела, который не уехал. Почему ты здесь остаешься? Я здесь остаюсь и живу в России, потому что это моя страна. Это мы, конечно, можем поместить в такую героическую рамочку и все такое, но, в принципе, это обычный жест. Другие уехали, Маша. Честно, а кто-то под поезд кинулся в целом. Я не люблю рассуждать о поступках других людей. Мне кажется, можно сделать некоторый минимум в виде своего поступка. Вот. То есть ты уезжать не собираешься? Не собираюсь мигрировать. Вообще вот этот вот замечательный промежуточек между приговором и апелляцией, когда типа у тебя уже есть приговор, но он еще не вступил в силу. Это как у тебя сейчас? Да, как у меня сейчас. Вот. Это такой как бы свободный человек такой, вот, но все еще под уголовкой. Ну да, им, в принципе, можно, наверное, теоретически воспользоваться для того, чтобы смотаться. Но это билет в один конец.
Мне не нужен билет в один конец. Я очень люблю билеты, обожаю летать, супер люблю путешествия, но, пожалуйста, вот без конца. Вот. Это меня не устраивает. Я не хочу, чтобы мне кто-то давал пинка под зад или говорил «вали». Ну, типа, сами валите. А тех, кто уехал, ты осуждаешь? Нет. Я вообще считаю... Ну, то есть, во-первых, у меня часть товарищей, и некоторые из этих товарищей мои супер близкие друзья. Уехали, мы каждый день разговариваем, и я точно могу сказать, что количество твоих трудностей в жизни не зависит от того, в России ты как бы находишься или за границей. А ты привыкла к тому, что каждый шаг твоей жизни контролируется какими-то посторонними тебе людьми? Есть какие-то вещи, которые, конечно, накладывают отпечаток, да, после, там, не знаю, 8-9 лет жизни, вот, ты понимаешь, что как бы, тот или иной чувак, который вот там пристроился рядом, как бы, естественно, ты эшник. Ты начинаешь отличать эшников, ты начинаешь как бы... В твоей книжке написано, что у эшников обувь с острыми носками. Это правда? Блин, они до сих пор так ходят. Да Большинство. ладно? С С барсетками? Я им сколько раз говорила, вообще, вы себя видите в зеркало? Вот как вообще можно так одеваться? Ну, серьезно. И что, не обижаются? Да не обижаются они уже на меня. Я не считаю, что эшники это вообще там в целом люди. То есть ты никогда не встречалась с Ну, ты понимаешь, честным и совестливым эшником, Ты который понимаешь, случайно чем- оказался в этой системе? чем занимаются эти люди, в Разумеется. принципе? То есть эти люди вот скроллят наши соцсети, делают скриншоты и получают за это деньги с налогов. Потом эти скриншоты сшивают в тома уголовного дела. То есть вот у меня в последнем уголовном деле 6 томов. Весь второй том состоит из рапортов эшников 50 штук и, соответственно, квиточков генерал-майора Половинки о том, что он этот рапорт прочел. Внутри рапорта рассказ эшника о том, что он усматривает признаки уголовного преступления в том или ином Инстаграм-посте или Фейсбук-посте. И далее как бы таких 50 постов 50 разных людей. Известных там режиссеров, актеров, общественных деятелей. То есть людей, которых в нашем уголовном деле нет. Но есть второй том, есть рапорта и есть квиточки генерал-майора Половинки. Что означает, что теоретически потом все эти люди могут быть добавлены. Потому что у нас 9 дел санитарных на каждого из участников, и 1/10 выделено в отдельное производство на неопределенный круг лиц. Понимаешь? Вот. Вот чем занимаются эти люди. Я правильно понимаю, что это твоя квартира, в которой ты родилась и выросла? Да, квартира, комната, в которой я родилась и выросла. Но здесь я провела 7,5 месяцев. Вот просто безвылазно. Каким ты была ребенком в детстве? Проблемным. Мне кажется, я только сейчас, ну, вот, оказавшись на домашнем аресте со своей семьей, пообщавшись плотнее со своей семьей, я вообще поняла, сколько, конечно, им досталось. То есть я чуть-чуть другими глазами посмотрела на все, во многом, потому что у меня сейчас сыну 14 лет, и он прогуливает. Кто тебя в детстве воспитывал? Воспитывал? Ну, я понимаю, что это сложно применимое к тебе слово, но тем не менее. С кем ты проводила наибольшее количество времени? Ну, это зависит, наверное, от периода детства. Совсем в детстве с бабушкой, а потом с мамой, а потом с друзьями. Папа? Не, я без папы выросла, я познакомилась с ним, когда мне было 20 лет. И что ты почувствовала? Мы подружились. Да? Да. Но он попросил прощения и помогал. И там с Фили тоже. Да. Сейчас вы общаетесь? Да. Он поддерживает тебя? Поддерживает. Как можно простить человека, которого не было в твоей жизни 20 лет? В смысле, как? Как? Ну, он же попросил прощения и
Дальше сделал все для того, чтобы я поняла, что он, правда, не обманывает. Это очень... Недостаточный ответ. Ну а что делают люди, которые не прощают? Зачем тогда встречаться, зачем идти навстречу человеку, которого ты не собираешься прощать? Это странно. Тогда надо вообще там заигнорить и не общаться, и обижаться всю жизнь. А если ты пошел навстречу, если ты как бы встретился, если ты выслушал человека, если ты там встретился еще раз, еще, то странно как-то говорить: ой, сорян, я до сих пор обижаюсь. Очень многие встречаются со своими отцами, но которые появляются через 20 лет ровно для того, чтобы им сказать: никогда больше не появляйся в моей жизни. Очень странная тема. А зачем так делать? Не знаю, ты даешь ему шанс вырасти. Мне кажется, так. Твоя бабушка называла тебя дух противоречия. Было дело. А с какого момента ты про себя можешь сказать, что ты делала все не так, как другие? То есть делала все поперек? Ну, не то, чтобы все делала поперек. Да я просто, мне кажется, вопросов много всяких задавала. И почему нужно. То есть не просто... Я не соглашалась что-то делать, пока мне там причины не объясняли. Ну, например, у тебя были уроки труда? К сожалению, да. Почему девочек учат шить долбаные прихватки и какие-то фартуки дурацкие, а мальчиков сколачивать табуретки? Вот кто-то может ответить, зачем это надо? Это был единственный предмет, по которому у меня был не 5 в начальной школе. Я просто не понимаю. В жизни пригодится. В смысле пригодится? Супермаркет вот построили у дома, можно купить все, что угодно. Я не понимаю, зачем мне прихватка и в целом как бы какая-то вот эта кухонная история? Почему? Потому что у меня там... А тебя постировать овощи не учили на уроках труда? Нет, кстати. А вот меня учили. Ну, а ты спрашивала, почему? Да. И что тебе говорили? У меня 3 было. Ну, тебе же что-то отвечали. Вот. У меня потом тоже, а почему? Ну, то есть... А если нет ответа на почему, то ты решаешь, как уж себе, возможно, не очень нужно в целом в жизни. Где еще ты проявлял свой дух противоречия? Ты написала какое-то чудовищное довольно сочинение про День Победы. Написала, да. Ну, не то, что оно чудовищное, просто то, во что превратили туда, то полнейшее лицемерие и вранье. Что ты написала в этом сочинении, ты помнишь? Я просто отказалась писать сочинение в том формате, в котором говорили написать сочинение. Почему-то на 9 мая нужно было писать текст по заданию с идеологическим уклоном. Ну, то есть нужно было только так смотреть на эту дату, как там на дату типа Великой Победы над фашизмом, а школа находится непосредственно там рядом с площадью в Крылатском. Вот, и на этой площади на 9 мая как бы тоже устраивается такое что-то вроде гуляния. Ну, ты понимаешь, с гречкой, грузовиками, вот этой всей вот штукой. Ну, то есть имитация фронтовой жизни для школьников? Не для школьников, для всех? Ну, для всех, да. На таких событиях и вообще, в принципе, в жизни ты видишь, как живут и ветераны, и пожилые люди. То есть это просто торжество лицемерия, а не дата. Ну, то есть как ты можешь всех утюгов рассказывать о том, как мы там, как страна гордимся победой, если ты тех людей, которые эту победу завоевали, просто вверх в нищету и в какую-то ужасную жизнь. И в то же самое время пользоваться этой датой для там, установления этого культа победы как некой такой главной скрепы. Это же после 2014 года стало, по сути, главной скрепой и так называемой национальной идеей. Сначала была церковь, потом культ победы. Любая война – это трагедия для всех участников. Трудно говорить о каком-то торжестве, если ты понимаешь, что это трагедия, гибель людей, огромного количества людей. Ну и плюс, как бы, вот что меня больше всего задевает, отношение государства как раз непосредственно к людям, которые, собственно, эту победу завоевывали, которые непосредственно участвовали и чьим именем, по сути, и делается этот праздник. Я написала то, что нельзя превращать, собственно, этот день в торжество, что это день, по сути, памяти и скорби.
Это, во-первых. Во-вторых, как бы на фоне того, как живут наши люди сейчас, пожилые люди, и ветераны в том числе, говорить о том, что мы чем-то гордимся, просто нельзя. Потому что их уровень жизни никак не похож на гордость. Таким образом не гордятся. Это подло. Просто подло. А в школе тебе что сказали? Ой, что-то там типа двойки. А тебе мама с бабушкой не говорили, что, Маш, ты можешь помолчать? Да не, мне кажется, вот сейчас на Дом Рейс я уже поняла, что мама, она, не хотела явно как-то меня переламывать или что-то там из меня лепить. Она хотела для меня хорошего будущего и хотела, чтобы у меня было образование. Кем ты себя видела? Я влюбилась тогда, уехала автостопом вместе со своим молодым человеком на Утриш, заповедник, за который я потом боролась. Уникальное совершенно место на юге России, можжевелово-фисташковый лес, в котором живут разные люди. Хиппи всякие, не только хиппи. А потом этот Утриш стали вырубать, и ты за него вступилась. Я пытаюсь понять, в какой момент все пошло не так. Да много моментов. Каждый момент, в принципе, определяет твою жизнь. Мы жили на Утрише, потом вернулись, работали. Потом я поняла, что я беременна, хочу оставить ребенка. Я же, рано родила, получается, между 18 и 19 годами. То есть это тоже такое решение, знаешь, не то, чтобы ты берешь так и как на ланч сходил. Я была с Филей первые, все первые годы. Потом я немножко устала сидеть дома, нашла институт. Наверное, это пограничная такая история литературы и журналистики. Но у меня не было возможности поступить на очное отделение из-за маленького ребенка. И я нашла всего 2 места в Москве, где можно поступить на очно-заочное. То есть формально ты учишься целый день, то есть с утра до позднего вечера, субботу и воскресенье. По мере того, как рос Филя, я посещала факультативно, и в итоге я фактически все, что там за 5 лет они предоставляют, я прослушала за 3,5-4. Меня арестовали, по сути, я была студенткой. И где-то на середине моего обучения в один из моментов я сидела, читала ленту и увидела, что этот лес хотят вырубать, для того, чтобы строить какую-то виллу или дачу или что-то такое. Я выписала адреса 2 экологических организаций ВВФ и Greenpeace. Просто выписала в тетрадку, собрала рюкзак и поехала знакомиться и спрашивать, что можно сделать, чтобы этого не случилось. В одном меня послали, а в другом познакомилась с замечательным человеком, начальником по особо охраняемым территориям Мишей Крендлиным в Гринписе. Спросил, что можно сделать. Он сказал, собирай подписи, я тебе распечатаю бланки, соберешь 5000, приходи. Собрала еще несколько ребят, мы стали собирать подписи, потом... Первая встреча была в метро, на нее пришли 3 человека у тебя. Да. Но потом ты собрала 3000 человек. Но это не я. Я познакомилась с разными людьми из разных городов. Кто-то только приходил. А кто-то в других городах этим уже занимался. Мы стали общаться, коммуницировать. После того, как мы подписи собрали, я спросила, что еще можно сделать. Они говорят, можно пикет сделать. Тогда можно было собрать пикет. Это сейчас за одиночный пикет ты уезжаешь на 30 суток. А тогда норм было. Между тогда и теперь, на самом деле, разница 15 лет. Да. А между 2012 годом и 2021 еще и 10 не прошло, а разница огромная. Между экологическим протестом и танцем Pussy Riot с песней в храме Христа Спасителя огромное расстояние. Почему огромное расстояние? Не огромное расстояние. У меня есть подруга, которая, собственно, меня привела в Pussy Riot. На тот момент была группа «Война». Потом Надя с Петей и, собственно, моя подруга Настя, они приходили на один из пикетов. Потом меня позвали в гараж, они жили в гараже. У них такое было романтичное житие с философского факультета. И они готовили акцию. Была выставка «Осторожно, религия». И суд над Ерофеевым Самодуровым, собственно, они придумали импровизированный музыкальный коллектив «Хуй в очко» и решили исполнить прямо в зале суда песню «Все менты ублюдки», а я сказала, что мне было бы очень интересно поснимать. Они меня учили, как снимать акцию. Как ты стала акционистом? Да не, я просто с камерой постояла.
Ну, мне было очень интересно. Понимаешь, мои друзья, вот прям друзья-друзья, с которыми я подружилась в институте, в поэтических кружках, и с которыми мы прям дружили. Это были совершенно не похожие люди на тех, кто приходил, допустим, на пикеты. То есть это было два каких-то мира, которые совершенно не соприкасались, но в которых я искренне... Была и там, и там. И была и там, и там. А здесь я увидела ребят, которые вот совмещают искусство и политику, и очень клевым способом. Потом группа «Война» распалась, и был какой-то промежуток времени, вот, когда Надя с Катей только начали делать свои акции. Вот первая, кстати, очень классная штука. Ты видела про зацеловывание милиционерок? Да. Вот. Это клевая вещь. Симпатичная. Я тоже увидела. Они меня, кстати, туда звали. У меня просто был депрессняк, и я что-то не пошла. Это зря. Это правда, что до самого раннего утра акции в храме Христа Спасителя ты сомневалась, идти тебе или не идти? Я могу посомневаться. Да. Если я правильно понимаю, ты сомневалась в том, правильно ли проводить такую акцию в религиозном учреждении, в церкви. Это не религиозное учреждение. Ну, то есть это религиозное учреждение, которое не используется как религиозное учреждение. Вот. И в котором можно арендовать зал для клевой вечеринки. Или не клевой. Там и мойка есть, и химчистка. Да. Вот с прайсом совсем. Нельзя точно подобрать слова, в чем именно было мое сомнение. Вот. Но ты не была уверена в том, что вы задумали правильную историю? Думаю, что мне нужно было просто как-то, как мне часто нужно, бывает, с кем-то поговорить и вот в процессе разговора как бы понять какие-то вещи про не только правильность, а в принципе про какую-то артикуляцию того, что я делаю. Но ты разговаривала со своей подругой-басисткой, в итоге ты пошла, а она не пошла. Она должна была пойти. Должна была. Репетировала с нами. И она не пошла. Не пошла. А ты пошла? Да, я пошла. Если мы сейчас отмотаем, ты бы пошла еще раз? Ну, конечно, я бы пошла еще раз. Ты имеешь в виду... Последствия? Ну, да. Да. Оно того стоило? Оно это что? Это вот выступление, 40 секунд песни, видео. Подготовиться можно было получше. Ну... И почти 2 года тюрьмы. 2 года тюрьмы, не только 2 года тюрьмы, еще разные всякие вещи. Да. Оно того стоило? Да. Да? Ну, к сожалению, у меня нет. Всегда есть вот этот момент, что ты можешь сделать лучше. Слушай, ну что, я тебе буду врать, как бы всегда что-то можно сделать лучше. И даже и моменты там отсидки, и моменты там связанные, короче, и с тюрьмой, и там с тем, что было после, всегда есть вещи, которые можно сделать лучше. Каких-то можно было не делать, но уж точно не нашу акцию. Это правда, что в момент между тем, как вы сделали акцию, и тем, как вас арестовали, ты дважды ходила в церковь? Ко мне пришли первый. Мы поехали монтировать клип. После этого я поехала забирать Филю с детского сада. Мы зашли в подъезд, а там на лестничной клетке уже был, собственно, розыск. Мы пошли в бега. И во время этих бегов ты дважды ходила в церковь, как прихожанка. Ну, не как прихожанка, просто зашла. Это один из самых пронзительных моментов в книжке, когда ты идешь в церковь, ты просишь позвать батюшку, ты спрашиваешь его, знаете ли вы про танец в церкви. Он тебе отвечает, что-то слышал. И ты ему говоришь, а вы знаете, что теперь эти девушки могут оказаться в тюрьме, их обвиняют в уголовном преступлении. Ну и что, ответил батюшка, правильно. И тебе было важно от этого батюшки услышать, что ему, в общем, плевать, что вас посадят. Вас еще не сажают, еще ничего этого нет. Мне вы было просто важно сбегали. слышать его мнение. Я не знала, что он скажет. То есть ты не была уверена, что церковь так отреагирует? Нет. Почему тебе было важно мнение священнослужителя? Ты верующий человек? Я верующий человек, но я не могу сказать, что я прихожанка какой-либо церкви, что я, в принципе, вот
дружила или была близка с Русской Православной Церковью в том виде, в котором она существует. Но почему тебе было важно услышать, что он скажет? Потому что их именем нас сажать будут. На тот момент, должны были сажать. Их именем. Они, получается, гонители. Мне было важно услышать мнение, что человек скажет. Я не знала, что он скажет, что ему все равно. Я расстроилась, между прочим. Уголовное дело никто не ожидал. То есть были какие-то смешные разговоры про 15 суток. Уголовного дела никто не ожидал. В смысле, меня первый раз задержали вообще, в принципе, полицейские накануне на лобном месте на акции «Путин зассал». Это было мое первое в жизни задержание. УП «Китай-город», клетка, вот это вот все. Страшно было? Нет. Там кофейный автомат стоял раньше, около клетки. А сейчас ты в церковь ходишь? У меня было несколько случаев, когда я заходила в церкви. Я никогда, в принципе, не была прихожанкой одной церкви, соблюдающей те или иные ритуалы или участвовавшей в таинствах. То есть у меня в этом смысле никогда не было какой-то особенно близкой любви с этой институцией. Но мне нравится заходить в церкви, они бывают очень красивые. И не только, они бывают внутренне интересные. Мне, да. Ты верующий человек, я, собственно, об этом. Я верующий человек. Просто, мне кажется, нельзя маркировать веру человека по индикаторам, сколько раз он посетил таинство и так далее. То есть, наверное, конечно, можно, нельзя никому ничего запрещать, но как-то я не чувствую таким образом реальность, чтобы такие маркеры ставить. Как-то я замороченно сказала, да? Попроще. Да нет, нормально. Правда ли, что все, что от вас требовалось на этапе следствия, это назвать координаты, имена и местонахождение других участниц Pussy Riot, и вы этого не сделали? Нет. И это было важно следствию? Задержали меня и Надю сначала. Катя потом пришла сама. Да. И именно в знак солидарности. Это был ее шаг. Другие не пришли? Не пришли. Каждый сам выбирает, садится ему все От вас требовалось назвать других? Требовалось, слушай, на разных моментах были разные разговоры, разумеется. То есть основная вещь, которая, естественно, требуется, и которую требует каждый мент всегда вообще, и везде уже много десятилетий, это признание вины и деятельное раскаяние. Это главная вещь. Про других участниц, слушай, микроразговор был, наверное, в первое посещение опера еще на Петровке. Сначала везут на Петровку, потом уже избирают меру пресечения, везут в СИЗО. Еще объявили голодовку, было холодно, просто не били током. То есть первый раз наручники лицом к стене, руки за спину, темная камера. У тебя, конечно, формально есть окно, но оно все забито этими железными ресничками. Такие мрачные вещи. Реснички – это что такое? Реснички, как себе объяснить, что такое реснички? То есть представь себе окно. Есть окно, да, его есть внутренняя часть, а есть внешняя часть. На внешней части окна прикреплены такие... Представь себе, что есть жалюзи, но они навсегда застыли, и они железные, и они закрыты. Это реснички. Так мило называется? Там много милых вещей. Плюс этот глазок, это совершенно безумная история, что есть камеры по таким, назовем их пятачки, 2 камеры, напротив 2 камеры. Получается такой квадрат. И согласно внутреннему регламенту Петровки, по этому квадрату должен ходить надзиратель. И примерно каждые какое-то количество секунд смотреть в этот глазок. То есть он постоянно открывается. Примерно каждую минуту. Приходит опер, да, и начинает себя разводить на все это что у тебя ребенок, про других участниц, про признание вины, про то, что уйти на условный срок можно только сейчас, потом уже ты поедешь в СИЗО и никогда на него не уйдешь, так что принимай решение.
вот это вот все. Второй пронзительный момент из книжки. Утром Филипп смотрел «Гуси-лебеди», я сказала, скоро вернусь, собрала рюкзак. Ему было 4 года, через 3 месяца должно было исполниться 5. Я сказала, скоро вернусь, закрыла дверь и вернулась через 2 года. Значит, я этот момент читала много раз, и каждый раз я с большим трудом не плачу. Первые 2 раза я плакала. Я не понимаю, что должно быть у тебя, какая цель, чтобы вот 2 года жизни сына с 4 до 6 ты пожертвовал ради этой цели. Так вопрос просто не может ставиться. Ты так задаешь вопрос, как будто мы все знали, как бы, да, то есть все эти 2 года заключения, что их будет именно 2, что это будет тюрьма, что это уголовное дело. Никто не знал, да, когда туда шел. Более того, даже когда мы пустились в бега, мы еще не знали. На тот момент уголовное дело не было возбуждено. Оно было возбуждено на следующий день после того, как мы побежали. Но я у тебя сейчас спрашивала ретроспективно, сделала ли бы ты все то же самое, зная, что тебя ждет? Ты говоришь, да. Да. Но это сослагательное наклонение, которое я, во-первых, не очень люблю. Во-вторых, ты как бы искренне либо жалеешь о чем-то, либо не жалеешь. Ты не жалеешь? Нет. Не жалею. Но это непросто. А вы с Филиппом говорили когда-нибудь об этом? Говорили на длительных свиданиях, они приезжали. То есть на время следствия и судов тебе запрещено все. И свидания, и звонки, это форма как бы давления на себя и так далее. Но после того, как ты осужденный, уезжаешь в колонию, тебе дают свидание. Вот. Раз в 2 месяца краткосрочное свидание, это через стекло с телефонной трубкой. И раз в 3 месяца длительное свидание, приезжают родственники, вы в течение 3 дней живете в одной комнате. Вот мы играли там в настольные игры и разговаривали, разумеется. Как ты ему это объясняла? Я у него спрашивала, что он говорит. Что он говорил? Что мама спела в церкви громкую песню против Путина. И теперь сидит в тюрьме. Он никогда не предъявлял тебе обвинения в том, что вот тебя не было 2 года моей жизни? Но меня и после не было много раз в жизни. Да. Но это трудно, это очень, это больно. Это тяжело. То есть я не то чтобы начинала какой-то файт вообще. Это они начали со мной воевать. Они меня засунули в одиночную камеру, сделали провокацию. За что? За то, что я 1 раз из карантинного отряда пошла разговаривать с правозащитниками и сказала, что вообще у нас 30 градусов мороза, 35, и женщины не выдают платки. Может быть, можно как-то найти? Я очень мягко сказала. Я же не знала, что этот правозащитник на, так сказать, дружеской ноте общается с оперативниками, а оперативники подумают, что это что-то сейчас будет ужасное, надо срочно ее как-то вот прикрыть, вот все. Это же все череда событий, которые приводили к тому, что сначала на меня стали навешивать нарушения, а потом мой адвокат предложила с ними судиться, просто отбивать эти нарушения. И мы отбили внезапно. Но я за 8 месяцев в СИЗО успела прочесть много мемуаров советских диссидентов, потому что я решила, что кто, если не они, будет меня учить? Подожди, но вы же были одной из конспиративных квартир, вы были у подробинника. Да. Но мы общались всего 1 вечер. Ты впервые сталкиваешься с этой системой, система чудовищная. И мне лично хотелось прочесть, что делали в таких условиях другие люди, которые были до нас. Потому что, есть же опыт все-таки какой-то. Нельзя так ехать-то неподготовленный. Кого ты читал? Ты читала Буковского? Ты читала? Честно говоря, 1 раз Шаламова я прочла в СИЗО. И это была одна из тоже первых книг вообще в целом, которые мне передали. Вот, мы тогда только начали открывать для себя, что такое передать книги в СИЗО. Это не так просто, на самом деле, как кажется, потому что они начинают их очень активно не пропускать, если в названии содержится что-то, что может их смутить. Например, исследование Ханны Аренд просто со словом «революция». Она очень долго не пропускалась ко мне в камеру, потому что воспринималась операми как методичка, как делать революцию, а не как историческое исследование. То есть, если они находят где-то я не знаю, спереди или сзади слово, которое их смущает, внутренне не очень лезут в книги, то они не пропускают. Мы придумали такую штуку, что можно заказывать Озон прямо в СИЗО. И тогда есть
больше шансов, что книги пропустят, чем если человек физически принесет эти книги и попробует передать через передачу. И что ты читал? Ты читала Шаламова? Читала Шаламова, читала Горбаневскую, читала какие-то отрывки из Марченко, которые мне передавали просто как бы в таком распечатанном виде. Но Буковский на меня произвел такое супер впечатление, во-первых, потому что это классно, увлекательно написанный текст, прям как такая киношная, драйвовая история. Вот. Во-вторых, он, его можно использовать как методику, то есть вся вот эта вот штука с жалобами, заявлениями и тем, что ты совсем по маленьким шагам можешь как-то додолбать администрацию хотя бы до минимума, до соблюдения минимума прав, это все Буковский, вот. Да. Я с ним потом еще разговаривала по телефону уже спустя какое-то количество лет. Да, То есть уже не из колонии? Не из колонии. Из Англии. Что ты ему сказала? Спасибо? Да, это в том числе. Да, еще? Еще я... Да, кстати, интересный вопрос. Это было не просто такое, как бы, спасибо. Это было развернутое спасибо вот с какими-то вещами, которые мне наиболее запомнились из первой его книги. У него их 2. Бороться за свои права, находясь в заключении, тебе пришло в голову в СИЗО еще или уже в колонии? Сейчас, в 2021 году, мы живем в супер другое время, если мы сравниваем с 2012 годом, да. То есть мы были одними из первых таких, я не знаю, как это сказать... Людей из мягкой реальности, попавших за решетку. Да, политзаключенных, чье дело действительно шокировало людей. Сейчас, когда за решеткой сидят тысячи людей, то есть такое внимание правозащитников просто физически невозможно, как если сидит там всего несколько человек. В СИЗО, получается, первый раз правозащитная комиссия пришла ко мне, когда я находилась в карантинной камере. То есть ты представляешь, что такое там человек первый раз за решеткой, первый раз объявляешь голодовку, первый раз все вот это, вот тебе дают супер большой матрас, как бы, и говорят, просто иди с ним наверх. И ты думаешь, что угодно, вот просто сейчас не выронить его, не дойти. Вот. И, соответственно, тебя приводят в карантинную камеру. Проверить твое здоровье, формально, разумеется. Опера поймут, что к чему с тобой. Вот. После этого человека распределяют уже в общую камеру или в спецкамеру. Я подсмотрела, мне казалось, что я запомнила, я действительно запомнила правильно. Я решила проверить, потому что звучит дико, что первая голодовка – это как первая любовь. Было такое. Написано мной. То есть, соответственно, первый раз правозащитники пришли, когда я толком тюрьмы еще не видела. И меня, конечно, как, наверное, любого человека, просто по-человечески поразили какие-то вещи, да. То есть со мной сидела женщина уже достаточно пожилая, у которой опера при обыске отобрали очки. И она действительно супер скромно просила дать ей новые. Она никаким образом не делала бунт, да, то есть она ничего не имела плохого в виду. Они с ней так разговаривали, как будто она просто кусок говна. И мне показалось, что это очень плохо и неправильно. И я об этом сказала. Им это не понравилось. Но еще я показала, что хлебными шариками затыкают окна. И что здесь достаточно холодно. Это не было каким-то, знаешь, жестом из серии «Все, я объявляю борьбу системе, я теперь как бы новый диссидент 21 века». Это было просто человеческое высказывание. Но они, то есть чем, собственно, люди системы отличаются, они простую честность воспринимают как объявление войны. Они начинают с тобой воевать, а ты как бы начинаешь просто сохранять себя, пытаться не потерять себя в этом всем, и все. И вот так оно и начинается. А когда приезжаешь в колонию, ты понимаешь масштаб того, насколько люди, в принципе, лишены возможности защищаться, насколько они бесправны и как много у тебя есть по сравнению с ними. Ты представляешь, у какого, то есть у как малого количества женщин есть адвокаты, то есть, может быть, 5% из 100. С передачами, может быть, чуть побольше процентов, там, не знаю, 20.
женщин получают передачи с воли. То есть около 20% женщин, которые сидят в тюрьме, получают передачи с воли? Да, ну то есть вот такие передачи, на которые там можно жить, а не раз там, не знаю, в 3 месяца тебе прислали блок сигарет. Про женщин в большинстве случаев, когда они попадают за решетку, забывают. Их просто, вычеркивают. И это бабы гоняют к мужикам и носят им такие вот баульчики. Совсем, что там можно только представить. А те из Контача клеят новых. Но серьезно, нет, так оно и есть. Вот, так женщинам меньше гораздо ездят. И ездят в основном, не их партнеры, да, преимущественно, а тоже женщины. Оксана Дарова, твой адвокат. Откуда она появилась? И если я правильно помню, до тебя у нее не было женщин подзащитных. Оксана супер адвокат и вообще человек, без которого у меня бы вот в первой колонии не получилось бы просто ничего. Ее помогли найти правозащитники, к которым обратилась моя мама. Вот так, случайно. Она То есть работала... мама, которая все время тебе говорила: Машка, а ты будешь нормальным человеком, в итоге, когда ты оказываешься за решеткой, оказывает тебе суперпомощь. Мама вообще оказывала и оказывает суперпомощь. Вот. Она просто любит покритиковать, но с этим можно, наверное, как-то жить. Оксана в основном работала с такими серьезными кейсами. На Урале очень много колоний, мужских колоний для строгого и особого режима. Вот. Типа «Белого лебедя» и все такое. Она не работала с женщинами, да, она была немножечко в этом смысле мизогинкой. Вот. Но это просто не просто так было, это было основано на ее практике. Вот у нее были там случаи не очень удачного сотрудничества с подзащитными женщинами. Она супер. Это она предложила мне пойти в суд против колонии. Ты первый человек в России, который выиграл суд против колонии. По сути, я оспаривала взыскания, которые на меня накладывали. Потому что они действительно накладывали на меня взыскания ни за что. Как делают вообще с миллионами. С миллионами. И только тебе удалось доказать, что это было незаконно. Из женщин практически никто это не оспаривает. Нет желания, нет ресурса. То есть вот это оспаривание взысканий, это очень простая такая фигня, которая обычно за 20 минут рассматривается. У нас было по 8 часов. Вот я как на работу ходила в этот клуб. Мы ходили. И... То, что по видеосвязи включала. Да, меня не возили в суд лично, для того, чтобы, во-первых, снизить какой-то, может быть, резонанс, да. И для того, чтобы, видимо, как-то излишне не напрягаться с конвоем, это же деньги. Я не знаю, по какой причине. У нас была видеоконференц-связь. Мы с адвокатом были в клубе. Это такое здание колонийское, клуб. Там обычно проходят мероприятия развлекательные. А суд был, соответственно, в суде города Березники. Мы выиграли 3 взыскания из 4 мы отбили. Их признал суд незаконно наложенными на меня. Просто вокруг того, что они делали незаконные действия по отношению ко мне, я, имея платформу высказывания в виде районного суда города Березники, рассказывала о том, что еще незаконного они делают в этой колонии. И поскольку ребята распространяли эту информацию, начались проверки. Сначала на региональном уровне, а потом, видимо, из Москвы. И меня перевезли То есть, получается, все суды были весной, в феврале. Потом я просто с боем вырвалась все-таки в отряд из камеры. С помощью ряда заявлений и того, что я не считаю, что моей жизни что-то угрожает. Вообще угрожало, я считаю это провокацией. Меня перевели в отряд. Дальше они устроили некоторые от дочек в отряде серию.
серию адовых Когда обысков. они за тебя наказывали всех остальных, когда они Да. всем остальным другим женщинам запретили звонить, запретили получать передачи, запретили общаться, да? Они повесили железные замки На отряды. на тот отряд, в котором находилась я. И ни у кого не было возможности, как было до этого, спокойно, то есть пойти, допустим, за лекарствами в санчасть. Или пойти еще куда-либо. А ты думала о том, что вот ты борешься там за какую-то умозрительную справедливость, а в ситуации, когда реальные люди рядом с тобой реально страдают? За то, что ты просто не хочешь утихомириться. Об этом нельзя не думать, потому что даже если ты попытаешься об этом не думать, тебе об этом напомнят. Да, да. Да, это сложно. Потому что кого-то лишат условно-досрочного освобождения, это значит, человек будет сидеть еще несколько лет. И ребенка не увидит. И не увидит ребенка, да. Просто за то, что он в твоем отряде. И вот тут ты себя спрашиваешь, оно того стоило? Конечно, да. Да? Да. А она что думает? Это ложно поставленный вопрос. Но ее нельзя лишать условно-досрочного освобождения, потому что я нахожусь в ее отряде. Ты в Березняках добилась телефона на каждом этаже вместо одного телефона на зону, где звонить было можно раз в месяц, да? А ты добилась телевизора. Ну, я не хочу, чтобы ты говорила, ты добилась, потому что это не я, это мы. То есть все, кто был включен в этот процесс. Там. Это я одна никогда бы ничего не кто сделала. был включен в этот процесс? Оксана? Мой адвокат, ребята, кто приезжал, собственно, из Москвы для поддержки и освещения судов. Немножечко местные правозащитники, которые чуть-чуть работают с администрацией, но тут они тоже, по-моему, немного включились. И те девчонки, которые не побоялись с тобой хотя бы даже В курить. Березняках, к сожалению, это был только один человек, вот, и там этот человек просто девушка, Лена, она просто подтвердила, что я не вру. Вот. Уже в Нижнем 5 человек пошло к правозащитникам. Но там правозащитники крутые. А тут ты понимаешь, что придет как бы чувак, который поговорит с тобой, а дальше он идет пить коньяк с опером. Ты себя подставляешь, да, ты как бы понимаешь, что ты сейчас идешь на какой-то поступок, на какой-то жест, который в дальнейшем сильно ухудшит твою жизнь, а человек-то, в общем, ничего не сделает после этого. Хорошо, но вы добились, значит, телевизора, телефона, возможности свиданий, платков и зарплаты. Зарплаты, да, в тот момент поправили. Они, ну, во-первых, насчет телевизоров нет, но мы добились того, что они полностью переоборудовали все бараки таким образом, что они убрали вот этот замечательный... То есть там было как? Был подиум, вот, на нем стоит 3 толчка, вот, ну и, собственно, ты садишься на один из этих толчков, и вы там, вот, собственно, рядом сидите, никак не разделенные ничем. Мы добились того, что они были вот с кабинками, сепарированы, закрывались с помощью двери. Добились того, что телефоны поставили в каждом отряде, а не то, что там в клубе было 2 телефона, и на него очередь в месяц. Зарплаты они поправили, и был ряд увольнений. И теплые платки. Платки были, да, в самом конце. Платки вообще то, с чего все началось. Я же не имела в виду какой-то, опять же, дезорганизовывать их учреждения. Я просто сказала правозащитникам, что тут минус 35, и выдают какую-то марлю на голову. А женщинам в основном не передают эти теплые шали с воли, потому что некому. И что, наверное, это неправильно для Урала делать такие поставки из марли. Потому что мы стоим на проверке 40 минут на улице, под снегом. Вот. Из-за этого они меня и посадили в одиночку потом. Спустя время, после того, как ты была переведена сначала в другую колонию, а потом освобождена по амнистии, ты знаешь, что сейчас в Березняках? Есть ли там платки, какие зарплаты, телефоны? Ну, телефон ты не снимешь и не выкинешь. Ну, подожди. Нет, этого они не сделали, но
все, конечно, ухудшилось. В конце 2017 года выходил материал на «Медиазоне» о нескольких странных смертях в моей колонии. То есть женщины якобы сами выкидывались из окон фабрики. Я не верю, что кто-то выкидывался из окон фабрики. Ну, то есть это, скорее всего, убийство. И это я попросила каким-то образом осветить эту историю, потому что это мне написали женщины, которые освободились, вот, о том, что это происходит. Но здесь нет ничего удивительного, к сожалению. Ни одно изменение не происходит. Типа ты поменял, и все такое как бы классно дальше стало. Изменения, как и, в принципе, любая борьба за свободу, требует ежедневного вклада. Иначе оно просто растворяется, и все. Сейчас была новая инициатива в СИН о том, чтобы узаконить бесплатный труд заключенных. И очень многие люди восприняли эту инициативу с воодушевлением. То есть в обществе есть мнение о том, что вот человек преступник, и он должен бесплатно работать на государство. Можешь объяснить, почему это плохо? В обществе есть мнение, посмотри на статистики и опросы, как растет рейтинг Сталина. За последние там сколько? 5-6 лет. Это больше там не 37% его поддерживают, а больше 50%, возможно, уже ближе к 60%. Это ролевая модель вождя, выбранная современной властью, которая считает себя наследницей такого положения дел. В вопросе принимала участие не власть, а люди. Почему люди считают, что бесплатный труд заключенных – это ок? Это просто одна из компонентов вот этого вектора мысли, хода мысли, когда люди стремятся как-то топить за какие-то максимальные наказания. Не только преступников, но сейчас уже, в принципе, и врагов народа сейчас будет, и врагов государства. Ты пройди по улице, практически каждый человек понимает, что сесть-то каждый может сейчас. Люди понимают это, они не слепые. Им невозможно засунуть Останкинскую башню в каждый из зрачков. Люди видят, что происходит. Почему они не сопоставляют одно с другим, что сегодня как бы это я, завтра это ты. И не потому, что ты такой оппозиционный, а просто ты кому-то не понравишься. И ты будешь этим рабом. Почему у людей не сходится? Я не знаю. Я не знаю. Нет ответа. Можно спросить пойти. Почему тебя взбесило, когда тебе сказали, что ты амнистирована? Не то, что меня взбесило, просто амнистия – это такая… Что такое амнистия? По сути, акт амнистии… Это акт милосердия со стороны государства. Именно. Акт милосердия со стороны Путина, потому что это тотальное лицемерие, потому что пишется такой так называемый громкий акт о милосердии, помиловании нас за 2 месяца до конца срока под флагом того, что это амнистия там, типа для всех женщин, имеющих малолетних детей или осужденных там, по статье такой тяжести, вот, по которым в итоге там амнистируют просто несколько человек. И если мы про женщин говорим, вот. Сколько в целом было там обоих полов амнистировано, я не считала. Потому что я в этом не нуждалась, я бы уже как-то досидела эти 2 месяца. Потому что ты понимаешь причину, потому что смотришь телевизор, слушаешь новости и понимаешь, что в преддверии Олимпиады вот пишется это. То есть тебе не надо было любой ценой? Да это из всего срока было понятно, что мне не надо было любой ценой. Ну, это же очевидно. Но мы вышли в совершенно другую страну, не в ту, в которую садились. Это же понятно было. И мы не сразу это поняли.
Наверное, с первыми нападениями мы это поняли. Вот. Ну, про это я сейчас пытаюсь писать, но мне херово получается. Одна из огромных претензий общественности к тебе, ее в свое время сформулировал журналист Роман Супер, заключалась в том, что, освободившись, ты полетела не домой, где тебя ждал сын, а в Красноярск встречаться с Надей Толоконниковой. Почему? Ну, честно говоря, я не могу тебе сказать, что я как-то очень сильно, сходя с этого поезда и садясь на самолет, думала, что это вызовет такой, бадхёрт у людей. И речь шла об одних сутках, 1,5. Что? А если бы я была мужиком, вот меня бы задали такое количество адских вопросов или нет? Я думаю, да. Да? А я вот нет. Не уверена, То есть что ты думаешь, было что такое это количество... гендерная такая штука? Ну, отчасти да. Отчасти я не знаю. Я решила, что нам важно обговорить, с чем мы хотим выходить вообще, собственно, к людям, чем мы будем заниматься. Рассказать об этом, а после поехать домой. В шоке. Я неправильно ответила. Я просто сижу и пытаюсь понять. Мне кажется, оба решения и домой поехать, и туда полететь, они имеют право на жизнь. Угу. Вот. А тебе было больно, да, когда тебя так упрекали? Я долетела, там еще разница во времени, вот. То есть я летела, получается, с журналистами и прилетела, и после этого у нас было какое-то небольшое количество времени, был уже следующий день в Красноярске. Я все это обсуждение увидела только спустя полдня. Мне показал Саша Чапорухин, с которым мы сейчас и супер дружим, это мой очень близкий человек. Ну, это человек, который занимался в большой степени вашей поддержкой и в России, и за рубежом. Сопродюсер нашего Riot Days концерта и мой очень близкий друг, человек, который меня сейчас очень поддерживал. Мы, кстати, познакомились в колонии. Пришел как правозащитник ко мне в Березники на свиданку во время голодовки. Вот. Мне нужно было постоянно свиданки и болтать, потому что мне очень хотелось есть. Вот. И так я отвлекалась. Но это в сторону. Саша написал в мою защиту пост, и, видимо, хотелось показать его пост в мою защиту, который он Роме ответил, и, собственно, Ромин пост, и показать, в чем там дискуссия, что вообще есть какая-то большая дискуссия по поводу меня в интернете. Я на все это посмотрела, такая, господи, кто эти люди, почему их так много, и зачем они все меня обвиняют? Мне кажется, это был первый вообще такой микрокамушек в то, что потом выросло в фобию соцсетей, фобию, вот этой интернет-вещи. Мне Кто занимается правозащитой, обладает фобией соцсетей. Да, у меня каждый пост, у меня просто все, кто меня знает, они знают, что такое Маша пишет пост. Я 10 людям разошлю, спрошу, скажу, скорее всего, все не так. Ой, нет, я не могу это сделать. Нет, не могу, а вдруг я что-нибудь неправильно сделала. И вот тут можно получше, здесь, наверное, получше. Все. И проходит, по несколько часов. И все измучены обычно, если я что-то хочу запостить. А я как переживаю, так и переживала. Но это не из одного поста Ромы Супер, конечно же. Это много раз такое. И, тут ты сидишь, мы общаемся, мы как-то, можем видеть друг друга, поговорить и так далее. Даже если ты с большим залом общаешься, ты, чувствуешь людей. А тут какой-то вообще трэш происходит. Взрослые люди столько обзывательств пишут. Ужас какой-то. Честно. Столько времени на это тратят. А потом еще читаешь это все. Нет, я не знаю, у меня у одной такое, да? Или есть какие еще другие люди? Мне просто интересно. Я не знаю. Которые вроде делают хорошие дела, и вроде классно было бы об этом рассказать. Или просто что-то личное рассказать. И ты уже такой... Как-то я переживаю. Какие у вас сейчас отношения с Надей? Мы переписываемся, обмениваемся кружочками в Телеграме. Кружочками? Ты в телеге переписываешься? Да. Записываешь видеокружочки? Нет. Зря. А ты записываешь? Да, конечно, все общаются с кружочками. Кружочки-то? Да, можно просто наговорить что-то. Там в книге ты пишешь такую вещь, что Надя из себя... Сейчас, подожди минутку.
Надя нашла в себе силы больше не быть в аду. Не помню этой фразы. И если я правильно поняла, возможно, неправильно поняла твою мысль, что Надя не возвращается мыслями больше к тюрьмам и ко всей этой истории. Конечно, возвращается. Возвращается. Да. Ну, может быть, я не супер глубоко знаю Надю, но знаю, что возвращается, помнит и всегда как-то достаточно красиво артикулирует свои думы. Я думаю, что здесь нету варианта просто взять и как-то типа забыть. И мне кажется, в ее случае это как-то даже, может быть, мне больше не снится, что я убегаю. Ну, слушай, у меня есть другие кошмарики появились. Много всего произошло за последнее время, вот. Но конкретно вот та история, что в течение там долгого времени еще в СИЗО после ареста мне снилось, как мы убегаем от ментов. Они все равно словят каждый день во сне. Ты убегаешь, они тебя ловят, и ты просыпаешься в СИЗО. Вот. Вот этого у меня нет больше. Ты являешься сооснователем одного из важнейших русских изданий «Медиазона». Как это решение было принято? Потому что сооснователи вы втроем: Толоконникова, ты и Верзилов. Мы сначала сделали «Зону права», а потом через несколько месяцев понятно стало, что нельзя как-то заниматься правозащитной деятельностью и также это освещать. И Петя пошел к Сергею Смирнову, собственно, знакомиться, и вот он согласился. Мы стали рассказывать о том, что мы собираемся сделать. Но придумали вы это сидя еще или уже на свободе? Ну, мне кажется, отчасти так, отчасти так. Вся правозащитная история началась с того момента, как мы в колонии приехали с Надей. И увидели, собственно, что творится там. Потому что никто из нас как бы никак себе не мог такого представить. Очень легко творить зло в тишине, да, когда никто не знает. В таком закрытом вот этом темном кабинете. А любая публичность, любое освещение, оно, большинство вот этого тюремного беспредела, оно как-то тормозит. Не то, что останавливает, но тормозит. То есть они начинают как бы осторожнее быть. Медиазона уже иностранный агент. И Медиазона единственное на сегодняшний день средство массовой информации, которое подробно и обстоятельно освещает все уголовные процессы, все судебные процессы. И, скорее всего, с новым статусом этой возможности или не будет, или она будет существенно ограничена. Ну, в принципе, возможности теперь освещать суды ограничены, потому что, как я уже говорила, манипулируя ковидом, государство закрыло суды. Просто вот так это произошло. Это такой огромный прыжок в прошлое, что даже, ну, то есть, мне кажется, люди не придают какого-то значения этому, а очень даже зря. Закрытые суды – это супермаркер тоталитарного государства. Не понимаю, почему никто не обращает на это внимания, почему. То есть вот ты идешь по улице, бары, кафе, клубы, все открыто, суды закрыты. То есть они не типа закрыты, они полностью закрыты. Нельзя попасть на так называемый открытый судебный процесс вообще больше. Вообще. Это очень плохо. Я даже не могу описать, насколько это плохо. Так что насчет освещения как бы судебных процессов есть и так проблемы. То, что Медиазону признают иностранным агентом, было понятно еще с лета всем. Но, конечно, это... Нет, ну, я не знаю, я совру, если скажу, что для меня это там было шоком. Ну, не было. Это было логичным, к сожалению, продолжением того, что сейчас делает государство. И я, безусловно, рада, что мы сделали Медиазону. И я не просто супер рада, что появилась и работает такое супер СМИ и первая судебная журналистика в России, но что появилась некоторая традиция в других СМИ рассказывать про заключенных, рассказывать про насилие в полицейских участках. То есть ты думаешь, что это взаимосвязано? Я видела эту взаимосвязь. Я супер рада, что это вышло из каких-то таких пыльных углов, и что, не знаю, молодые ребята идут и интересуются, и пишут об этом, что не всегда там сразу профессионально, вот, но
люди хотят об этом знать и хотят работать в этом поле. Это потрясающе. Ну, я не знаю, доживу ли я до того момента, когда все изменится, и когда можно будет пойти учиться писать об этом, когда в этом будет частью образования. Это, мне кажется, самое, ну, одно из самых таких важных моментов образования. Ты, мне кажешься, ужасно влюбчивым человеком. Ну, какого основания такое? Ну, например, меня абсолютно, конечно, потряс твой роман с НТО. Ну, это не тебя одну, да. Да, и не меня одну. Вот ретроспективно ты можешь объяснить, что тебя связывало с НТО? Это вы сейчас на это отвечать, да? Да. Первого нельзя брать. То есть ты не будешь давать показания против себя? Да, не очень хотелось бы. Ну, слушай, ну, что? Ну, это была любовь, хорошо, давай так. Не, ну а что-то еще вот могло быть интересно? Ну, слушай... Акционизм? То есть ты не понимала, кто он? Ну, слушай, я не знала как бы про все эпизоды, как минимум. Да, я знала, что это чувак, типа, который... Это чувак, который приходил, срывал спектакли, брызгал в людей, там, чем попало, участвовал в провокациях за провластные структуры. За РПЦ. Все эти там вот эпизоды, в принципе, мне показывали поочередно. Вот, либо какие-то люди, вот, либо, ну, например, когда они приходили на апелляцию приговора Pussy Riot, как бы, он сам показал это видео. Я посмотрела. Из антифашистского шествия посмотрела. Ну, тяжело было смотреть, что я могу сказать. А он тебе говорил, что он теперь другой человек? Он сказал, что он больше так не хочет делать. Я говорю, ну, давай делать там по-другому. Ну, то есть в июле 2017 года мы пришли к зданию Министерства юстиции по одному из бредовых свежих законов, типа какого-то там, не знаю, 16 года. Нельзя собираться без уведомления не только на митинге, но, как бы, вот, грубо говоря, если мы все соберемся там какую-либо религиозную литературу почитать, там, будь то Библия, Коран там, и так далее, массово, да, то мы тоже можем быть задержаны по 20.2, и нам тоже могут дать либо штраф, либо сутки. Он придумал там позвать разных людей, вот, типа почитать в протест как бы против этого закона. Вот, на то же самое место, куда его соратники приходили с нападениями на моих соратников и на людей, которые выходили в нашу поддержку. Мы пришли... Ну, как мы. Ну, пришла я, пришел вот мой друг Саша Софеев, что тоже, ну, очень важный, на мой взгляд, как бы шаг, потому что Саша открытый гей, и, то есть, такое количество нападений именно на ЛГБТ-сообщество, которое там совершали Димины чуваки, в общем, ну, они были так, скажем так, на передовой. Они были в авангарде. Да, я хотела это сказать, но покорректнее. Нас никто не задержал, несмотря на то, что у нас там полиция подходила и так далее. Вот. Но потом его бывшая соратница увидела, короче, видео, и там, в общем, его как-то суперприлюдно выгнала из этого движения «Божья воля», которое дальше, в общем, я не слежу просто за этим, у меня, ну, типа, это очень будет жестко для моей психики. А как вы с ним познакомились? Я прилетала между спектаклями, которые мы делали с Белорусским свободным театром на 3 дня в Москву. И я случайно зашла на день рождения «Эхо Москвы», потому что договорилась там на встречу. И мне как-то, ну, в общем, мне стало нехорошо по дороге. Вот. Типа у меня поднялась температура, и пока я доехала до туда, я уже была такая как бы в не очень хорошем состоянии. Ну, короче, я случайно выронила телефон свой там, и он разбился прямо накануне вылета, и я стояла в таком как бы больном и обескураженном состоянии. Вот чуть-чуть у меня там на следующий день самолет, и кто-то подошел, показал мне вот на Диму, сказал, типа, ты знаешь, кто это? Я говорю, нет. Он говорит, ну, это вот типа «Божья воля». И все, и вот, ну, так я его первый раз увидела. Все, типа, пошла чинить мобильник. А любовь? Он стал писать мне сообщения, его знала моя подруга, вот, Полина. И, короче, он попросил с ним встретиться, и мы встретились, я позвала его в гости, и что-то как-то это вот так. Вы расстались по политическим соображениям или любовь кончилась? Вот ты оперируешь такими терминами, которые я просто не знаю, как разговаривать таким языком. Почему вы расстались?
Застряли на 3,5 месяцев в пандемию в Индии, и просто я переехала. Мне достало. Ну и вообще в целом как-то я поняла, что... Если ты смогла полюбить человека из Божьей воли... Тебя уже второй раз удивляет, как бы, что я могу какие-то чувства испытывать к людям, которых просто там, типа, нельзя прощать. Подожди, сейчас будет еще более интересное предложение. Может быть, ты смогла бы однажды разглядеть человека и в Эшнике? Да, в смысле, ты считаешь, я их как бы людей в них не вижу? Я вижу. Ты только что говорила, что нет. Ну, слушай, как бы... Можешь предположить свой роман со следователем, с Эшником, с опером? Никогда такого не представляла. Нет. Нет. Слушай, нет. Ну вот многих из Диминых ребят просто, ну то есть уже... Ты знаешь, я им очень много чего... Не то, что им, ему, по крайней мере, я уж потрудилась показать наши последние слова в суде, наши речи на апелляции. Вот это вот, ну, как бы не видели до этого. Книжку свою дала почитать. Вообще рассказала, что я как бы не суперстрашная ведьма, которая сейчас сожжет все церкви. Потому что по телеку показывали одно, а на самом деле было другое. А смотрели они телек. Это изменило их отношения? Ну, Димна изменила. Ты сейчас снова влюблена? У тебя такие сложные вопросы. Да. Ну, да. Минуточку, мы все видели фотографию, как вы с Люси целуетесь напротив Мосгорсуда. Да, ты просто спрашиваешь всякие разные вопросы, которые... Да, я готова отвечать. Как начались ваши отношения с Люсей? И как так бывает, что вот человек встречался с мальчиками, а потом стал встречаться с девочкой? Не, ну слушай, я вообще как-то первые разы в жизни влюблялась в девочек, так что, мне кажется, я достаточно рано свою бисексуальность осознала. Но что, кстати, отношения и долго первый раз. Хотя я вообще не спец по отношениям. Господь, вопросы про отношения. В общем, ладно, держимся. Просто сложно, сложно, трудно. Мы знали друг друга давно, наверное, с 15-го где-то года. Но стали близко общаться, потому что сделали одну акцию. Мы повесили радужные флаги на ключевые здания, включая ФСБ, администрацию президента, Верховный суд, Министерство культуры. В день рождения Путина. Это был первый раз, когда вот Pussy Riot таким большим составом, группами, которые действовали каждая обособленно и, отвечая за свою точку, сделали прям без потерь все, что запланировали. Просто Министерство культуры технически самая сложная точка. Там надо лестницу большую. Во-первых, сначала научиться раскладывать, научиться ставить, залезать на 4 метра и, собственно, выдружать флаг. Это чуть сложнее, чем запрыгнуть другому на плечи и воткнуть флаг, там, допустим, на администрации президента. Вот, Маша, тебя сейчас будет смотреть какой-нибудь человек, учитель из Саратова, скажет: Маша, а зачем это делать вообще? Зачем повесить радужные флаги на вот эти все, значит, многоуважаемые здания, на Министерство, культуры? Оно должно там висеть, на самом деле, мне кажется, вообще все время. Почему нет? Не, ну вот объясни людям, которые не с утра до вечера интересуются акционизмом. Политическая акция, так или иначе, всегда обозначает проблему, либо задает острый вопрос на уже имеющуюся ситуацию в стране, предположим. Да? Можно и в мире, в принципе, но вот в данном случае это в стране. Вот в нашей стране существует проблема. Гомофобия? Да. Я думаю, что можно назвать автором акции моего одного из лучших друзей, возможно, лучшего, Сашу Софеева, гея. Был месяц Прайда в том же самом году. Произошел ряд событий во время этого месяца. Во-первых, был радужный флаг на американском посольстве и реакция, в том числе Путина, на этот флаг. Сказал, кто там сидит, тот флаг и вывешивает, как бы. Ну, то есть это прямая гомофобия от первых лиц страны. Ок ли это? Ну, нет, это не ок. И дальше вот та ситуация, которая вдохновила, собственно, Сашу, и потом ребят, всех нас, это на одной из школ 2 девочки, насколько мы знаем, на крышу здания, собственно, в этот месяц воткнули радужный флаг на крышу. И директор сказал, что это очень плохо, это какая-то диверсия. Ну и Саша сказал, что вот давайте сделаем
Это не диверсия, мы сейчас сделаем диверсию. И мы все думали, как это все сделать. У нас были разные там мысли, вот, на какую дату это можно сделать, но потом стали происходить события, то есть отравление Навального, революционные события в Беларуси. Мы там месяц провели около белорусского посольства. Ну, было понятно, что для этой акции как бы не время. Вот. Ни день флага, ни день города как-то вот выпадали на те политические события, в которые, ну, ясно было, что совсем мы не можем как бы сейчас на этом фоне делать такое вот веселое высказывание. То есть, ну, в Беларуси убивают людей. Акции же всегда соотносятся со временем. А день рождения Путина действительно подходящий. Ну, вот мы думали, потом внезапно просто за несколько дней поняли, когда хотим. Что вот сейчас или все уже. Как, по-твоему, вообще в норме власть должна реагировать на акционистов, таких как ты? Ну, тут даже вопрос не в акционистах. Баннер может повесить как бы далеко не только акционист. Это, в принципе, активистское действие. Вот, это обычная свобода На выражения. активистов / акционистов. Ты имеешь в виду, является ли это, по моему мнению, каким-то нарушением? Конечно, не является. Нет, как тебе бы вот было комфортно, если бы власть на это реагировала? Мне было бы комфортно, чтобы эта власть съебалась вон и села в тюрьму. Ты для этого делаешь эти акции, чтобы это произошло. Но Акции делаются для того, чтобы тот или иной вопрос задать как можно громче. Или чтобы о той или иной проблеме сказать как можно громче. Это является политическим высказыванием. Либо художественно-политическим высказыванием. Ну, то есть здесь как-то странно было бы фантазировать, как эта власть должна реагировать. Этой власти, в принципе, не должно быть здесь. Они должны сидеть в тюрьме. чем отношение, когда ты влюблена в девочку, отличается от отношения, когда ты влюблена в мальчика? А какие могут быть отличия? Не поняла. Я не знаю, это отличается чем-то или нет? Ну, вообще, в принципе, отношения с каждым человеком отличаются от отношений с другим человеком. То есть нет вот этого мужчины, там, не помню, откуда они там, с Венеры, женщины с Луны? Ты либо, да, чувствуешь что-то человеку, либо нет. Мне кажется, не важно, как бы, что у него между ног. Ну, мне, по крайней мере, я не знаю. Тут каждый сам за себя решает. А были ли у вас сомнения, афишировать или не афишировать ваши отношения, имея в виду, что ты уже по всем статьям, значит, оскорбила все чувства сограждан? Нет, вообще, ну, то есть это все как-то супер стремительно происходило. И акции, и то, что было после, я продолжала с разной степенью, так сказать, успешности делать и акции, какие-то протестные вещи. Люсю выселил из квартиры. Ну, то есть эшники позвонили хозяину квартиры, где она снимала комнату, сказали, там живет экстремистка, надо ее выселить. И дали месяц на сборы, мы стали искать другую квартиру. Искали несколько суток, потом нашли, потом стали делать там ремонт. И вот как-то так все началось. Не то, что кто-то взял, там, не знаю, был какой-то календарный план вот, того, что все вот сейчас вот в этом месяце влюбляются, в этом месяце как бы начинают отношения. А дальше, значит, у нас какие-то вот романтические поездки. Дальше как бы мы попадаем вот в ситуацию, где... Надо жениться. Публичность и все такое. Мы только начали встречаться, нас рассадили по разным квартирам на домашний арест. Мы очень офигели. Ну, то есть сильно. У тебя вскоре приговор вступит в силу, и как вы будете? Как будет ваша любовь? Слушай, ну, у меня есть какое-то количество всего, что я все-таки сделала, какие-то подготовительные работы. Не знаю, их надо сейчас озвучивать или нет. Не надо, не озвучивай, пожалуйста. Вот. Я тебя как человек прошу. Произвела ряд действий, вот, пока находилась с браслетом. Несмотря на свое нахождение с браслетом. Сделала. Ну, ты можешь это вырезать потом. Я просто выписалась из своей квартиры. Я теперь бомж. Мне очень интересно, что они со мной сделают, куда они меня поместят отбывать. У меня нет регистрации больше. Вот Я да. снялась. Но это сейчас, это не только я до этого додумалась, надо сказать, из новоиспеченных уголовников.
Но это на самом деле весело. А если вот, в принципе, вообще Да не весело это, Маш, твоя никаких бумаг жизнь. не предоставлять, что они сделают? Они меня закроют на остаток в колонию? Но они же не закроют. Это ты человек, которого на двушечку посадили, да, а не я. Поэтому я бы не удивлялась на твоем месте. Ну, такое. За то, что человек бомж? Ну, если тебе негде отбывать домашний арест, отбывай на зоне. Ограничения. Хорошо, ограничения. Это твоя цитата, что страх такая штуковина, которая не привязана к объекту. Если страх появляется, я всегда голосую за преодоление. Как ты учишься преодолевать свой страх? Ну, мы, в принципе, растем только через преодоление, а как еще? Ну, находясь в какой-то, знаешь, комнате с мягкими стенами, ты вряд ли получишь какой-то опыт, и вряд ли ты вырастешь. Любой опыт, он, в принципе, ну, оставляет на тебе, так сказать, следы. Ну, Вот. страх – это одна из производных инстинкта самосохранения. Если ты хочешь жить, ты себя самосохраняешь. Страх, инстинкт самосохранения. Ну, вот, кстати, хз, не знаю, не факт. Что такое? Ну, то есть самосохранение, это, получается же, сохранение себя, правильно? Да. Но а ты ли это будешь, если ты будешь действовать, исходя из страха? Маш, смотри, ты такая маленькая, хрупкая, ты молодая. Мы одного роста. Нет, я тебя выше. У меня платформа есть. Неужели ты думаешь, что тебе под силу забороть эту довольно мощную систему? Ну, это зависит от того, что ты подразумеваешь под забороть. Конечно, у меня нет танков, нету огнестрела, у меня нету, не знаю, Останкинской телебашни. Вот этим я не обладаю. Ну, что у меня есть совесть, есть желание остаться собой, вот, не врать себе в собственных поступках. Этого достаточно, чтобы не бояться? Хрен его знает, чего достаточно, чтобы не бояться. Честно тебе могу сказать. Но типа страх – это же не такая вещь, что ты начинаешь там бояться Путина или бояться тюрьмы. Человек обычно начинает бояться, потому что начинает бояться. Потому что страх возникает в его душе и начинает ее кушать. Ну, не то, чтобы я никогда не боюсь. Ну, боюсь, конечно, время от времени. Иногда реву, кидаю вещи. Разные у меня бывают эмоции, но важно, какие поступки ты делаешь. И после того, как я вынесла текст, который передала адвокату, текст про колонию, меня начали перед каждым посещением адвоката пропускать через гинекологический обыск. То есть ты понимаешь, что такое гинекологический обыск, тебя ведут на гинекологическое кресло и, собственно, копаются у тебя в вагине. Это оскорбительно и неприятно. И ты не боишься еще раз через это пройти? Через гинекологический обыск? Например? Нет, я не боюсь. Не боюсь. Но меня злит эта ситуация. И, конечно, ну, то есть, в случае, когда у тебя там месячные критические дни, тебя ведут на это ебучее кресло опять, как бы, и вот, наверное, вся эта ситуация в комплексе, вот, собственно, из-за нее я и плакала. А ты готова потратить свою жизнь вот на это все? Мы же не на рынке. Все равно. Ну, не на рынке. Однозначно ответь. Ты правда веришь, что эту систему ты сможешь победить, и что при твоей жизни... Я не считаю, что я одна что-то смогу. Если каждый будет по чуть-чуть делать, то, конечно, это преодолимо. Ну, ты веришь, что таких каждых будет много, кто захочет с тобой вместе? Ну, не обязательно со мной вместе, можно самому по себе тоже. Я против лидерской системы. Мне она... Ну, не то чтобы я против, просто она мне немножко не импонирует. Вот. Мне кажется, люди для того, чтобы чем-то заниматься, могут взаимно вдохновлять друг друга. И тогда это все, да, возможно. Может ли в России быть президентом женщина? О, мне кажется, это было бы супер круто. Почему? Если бы у нас, во-первых, появились честные выборы, во-вторых, было бы очень здорово, если бы на таких выборах победила женщина. Мне кажется, нам это, в принципе, очень будет полезно как стране. Ты посмотри, кто был до этого. У нас не то, что не было женщин-лидеров на посту президента. Ну, президентов-то было, кстати, не так много. У нас даже первых леди не было толком. Кроме, может быть, Раисы Максимовны.
отсутствует как категория. Посмотри на любую западную страну. Есть в любой стране первая леди. И, соответственно, как политическая фигура, чаще всего там, как общественный деятель, во многом там многие благотворительностью занимаются. То есть это ролевая модель, так или иначе. У нас даже этого нет. То есть полный запрет, табу на разговор про так называемую личную жизнь президента, которая, понятное дело, не является никакой, то есть не может, в принципе, являться ролевой моделью ни для одного вообще здравомыслящего человека. Ну, типа, серьезно? Первая леди была просто как Рапунцель спрятана ото всех, претерпевала как бы многолетние страдания, не являлась, разумеется, никакой ролевой моделью ни для одной из женщин, я уверена, в Российской Федерации вообще. И абсолютно вся страна, так сказать, гласно или негласно знала там как минимум об одной любовнице. Ну, типа, насколько это вообще ок для чувака, который вообще во многих интервью позиционирует себя как настоящего мужика. Он женат на России. Хотела ли бы ты быть президентом России? Мне кажется, я еще не выросла. Ну, когда вырастешь? Когда вырасту, может быть, было бы интересно позаниматься и классической политикой тоже, но я не уверена, что я смогла бы заниматься классической политикой. Какие бы 3 вещи ты бы изменила, если бы ты вдруг стала президентом России? Очень странный вопрос. 3 вещи. Ну, например, там, судебная система, избирательная система, Без конституция. независимого суда невозможно практически вообще ничего. Суд должен быть независимым. Образование. Образование – проблема. Не, ну а что, надо вот выбрать, как, знаешь, категории, типа поменять образование, поменять судебную систему, поменять там, не знаю, тюремную систему, но это как так не работает. Важно, кто меняет. Вот что важно, в первую очередь. Ну, то есть важно, чтобы у людей, которые вырабатывают программы, была возможность, по крайней мере, их представлять, чтобы, понимаешь, вот эту вещь можно как бы для начала поменять, просто дать людям возможность говорить. Выбери, пожалуйста, милосердие или справедливость. Они противоречат друг другу? Почему? Обе Ты есть. можешь пожалеть виноватого, а можешь наказать его. Я всегда была уверена, что я борюсь за справедливость, и при этом я не могу назвать себя немилосердным человеком. Я не злая. Правда или безопасность? Правда. Свобода или стабильность? Ой, ты еще спрашиваешь. Ну, конечно, свобода. Не должна противопоставляться стабильности. Россия или семья? Ну, почему? Почему нужно выбирать между своей страной и своей семьей? Это вообще, мы куда попали? Это что такое? 2021 год, 21 век. Мы почему должны выбирать между семьей и страной? Это что за херь такая? Так не должно быть. Вообще неправильно поставленный вопрос. Неправильно, не нравится. Семья вообще в России живет. Ну, то есть, типа, как ты это противопоставляешь, я не понимаю. Но если вот так встанет вопрос, что выбирать либо все близкие рядом, вы все вместе, все хорошо, Либо что? Или ты за Россию. А почему я не могу быть с близкими за Россию? Они тоже за Россию. Ну, потому что они могут пострадать. Ну, просто мусорской шантаж.